Привет! Вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван-салон Дюссельдорф 2022. Главная выставка караванинга, и поехали! Sipping breakfast and shuffling through the hustle that the morning brings. Now you're out and you're full of wonder, you're there to see. Yes, you're out and you're full of wonder that the style will fill in the need. Taking stock of what you need, running clips and magazines. How you live the little things, just two sticks in a pair of jeans. Now you're out and you're full of wonder, you're there to see. Yes, you're out and you're full of wonder that the style will fill in the need. Что вас ждет в этом ролике? Это не обзор. Не надо писать в комментарии, ты это нормально не показал, это нормально не показал. Такой задачи и не было. Это просто коротенький анонс, в котором я хочу быстренько пробежаться сейчас по залам. Мы только приехали. И вот показать основные новинки, которые бросились в глаза, и сказать то, на что точно планируем снять обзор. А вы в комментариях можете задать какие-то уточняющие моменты и вопросы по вот каким-то основным моделям, которые я упомяну в этом ролике. Ну и, конечно же, написать свои пожелания, что вам хотелось бы увидеть вообще в наших ближайших обзорах. И мы постараемся ответить на ваши вопросы и учесть ваши пожелания по съемке роликов. Поехали! Конечно, мы не могли не заглянуть в гости к Adria. Они занимают здесь практически целый павильон. И сразу сходу, с порога практически, мы обнаружили целый ряд интересных новинок, что далеко не всегда, не на каждой выставке бывает. Первое. Вэн Twin. В принципе, один из моих любимых вэнов Twin. Ну, на втором месте после, наверное, этого Гранд Каньона от Hummer. И тут вдруг неожиданно он на новом шасси MAN. Вот его теперь тоже интегрируют, если что, кто не знает. MAN это в целом входит в группу Mercedes. То есть это плюс-минус тоже какой-то такой Mercedes, только подешевле, чуть попроще. Adria всегда в основном была на шасси Fiat, очень редко куда-то отступала. Ну там Citroën, что по сути тот же Fiat Ducato, вот какие-то такие моменты. И тут вдруг, вот, пожалуйста, в этом году новое шасси. Обязательно заглянем сюда и сделаем обзор. Идем дальше. Следующая новинка прямо с порога. Раз, и тут у нас Mercedes. Sonic всегда был премиальным интегралом, но все равно делался на Fiat. И тут вдруг абсолютно неожиданно мы заходим и видим, что впервые Adria использует шасси Mercedes-Benz Sprinter. Это мы точно не пройдем мимо и заглянем в этот интеграл. Движемся дальше. И еще одно. У нас представлен новый Coral, у него электрическая кровать, у него нету алькова, но главное это не это, главное, что он тоже на шасси Mercedes-Benz Sprinter. Опять-таки сенсация, абсолютно новое шасси для Adria и вот премиальный такой вариант Matrix Coral. Разберемся обязательно в обзоре, в чем здесь суть, в чем здесь соль, но то, что мы в него зайдем, это 100%, потому что, ну, это Mercedes. Следующее, что заметил интересное, Sunliving. Стоит Sunliving, но у него впервые за долгое время появился какой-то обновленный дизайн. Sunliving в целом это такая эконом-вариант от Adria, но все-таки, несмотря на то, что эконом, уже вот у матриксов и всего несколько лет назад появились вот эти узенькие полосочки, красивые фары, а Sunliving все еще с этими вот кругляшками сзади, буквально как эти катафоты с велосипеда. Ну, он, конечно, дешевый, но это прям совсем его дешевило. И тут вот, наконец, как-то они чуть-чуть модернизировали и в Sunliving, и мне кажется, это прямо сильно выигрышнее смотрится с тем, как выглядело раньше. Возможно, тоже заглянем, если здесь есть что-то еще новое, кроме как этих фар. Разберемся чуть позже.
Здесь на выставке мы вот встретили подписчиков нашего канала и решили задать несколько вопросов. Скажите, вы откуда приехали сюда, в Дюссельдорф? Из Бингена, то есть мы живем в Германии. Недалеко от Франкфурта на Майне, Ага. но сами мы из Москвы и из Киева. Ага. И приехали сюда с какой целью в целом вообще вот на выставку? У нас есть дом на колесах, и мы Какой? сдаем фирмы Challenger. Ага. Мы сдаем его в аренду просто людям, которые хотят попробовать попутешествовать на домах на колесах. И здесь смотрим, возможно, для расширения бизнеса. Что нового появилось, да? Какие там, может, технические новинки какие-то? То есть в целом основная цель приезда на выставку — это вот посмотреть, что-то подобрать, выбрать что-то новое, я так понимаю. А вот за время, пока здесь прошлись, что интересного, что вас больше всего удивило, поразило, может быть, заинтересовало? Есть ли какие-то новинки, которые вот вам показались в этом году интересными? Ну, поразило в первую очередь, наверное, ценники, которые выросли по сравнению с предыдущими годами очень сильно. А в качестве технических характеристик, вот мы только как раз начали смотреть Адри новые, да, и по сравнению с тем, что мы видели 2 года назад, как покупали свой дом, они как-то очень сильно подросли и в плане дизайна, там, каких-то технических новинок. Интересно. Смотрим пока. Наш канал в целом смотрите давно ли и с какой целью? Да давно, вот как дом купили, перед тем, как купили, решили вообще посмотреть, Да. а что такое дома на колесах, куда, как. Где-то около И двух 2 лет, лет, да, мы смотрим, да. Такой вопрос. Если бы вы сейчас не находились здесь, но просто смотрели этот ролик, какие бы вы вопросы задали? Может быть, попросили бы какой-то обзор или что было бы интересно вам посмотреть на выставке, вот так вот, если не было бы возможности быть здесь, допустим? Ну, наверное, было бы интересно больше посмотреть на какие-то модели 23-го года, новые там, от именитых производителей, там той же самой Хаймер, Адри, может быть, Тригана Групп, да, там. Очень Смотрите интересный на новинки. ноу-хау в этой сфере, потому что, как правило, классические форматы, они одинаковые примерно у всех, а вот что-то такого интересного. Вот как, например, кстати, сейчас прям вспомнил, у Хаймера они выставили наконец свою новую машину, которая у них была раньше концептом. Да-да-да, я вот тоже как раз хотел про нее спросить, как она вам, я тоже вот буквально посмотрел. Как? Я теперь думаю, где взять деньги. Да, нужно продать пару почек. Но вот как думаете, вот я посмотрел, в принципе, у меня и возникли какие-то вопросы, насколько это практично, вот эта надувная крыша, это мы говорим про венчур, подъемная вот эта крыша и вообще вся вот эта планировка вам как понравилась? Да, она достаточно интересная, но я бы сказал, что это не совсем классический дом на колесах. Да, потому это что смелое решение. классика — это, скажем так, люди возраста 35+, да, приехали на кемпинг, встали, отдохнули, посидели, походили по горам. Это именно такой вот, можно сказать, полукругосветное путешествие на 2-3, да, совсем другой экспириенс. В чем концепция выставки в Дюссельдорфе? Есть дилерские конференции. Это при заводах компании представляют свои новинки на следующий год. То есть в этом году представлен модельный ряд 23 года, сейчас 22. Но такие конференции рассчитаны исключительно на дилеров, на компании, которые вот напрямую с завода привозят автодома, туда приглашаются дилеры, показывается оборудование, могут сотрудники там гаражей, боксов пройти обучение и посмотреть, собственно говоря, сделать предзаказ на новые модели. А обычные люди, покупатели, там не присутствуют. И вот для таких людей, желающих выбрать себе что-то, обновить автодом, возможно, помечтать или как-то еще, вот для них существует такая выставка, как, например, вот эта в Дюссельдорфе. Она одна из самых больших. Здесь представлено огромное количество брендов, огромное количество моделей, и все так же представлены вот новинки, которые ранее были показаны на дилерских конференциях. Соответственно, в рамках этой концепции расчет на то, что люди просто приезжают сюда и вот ходят, выбирают и имеют возможность все полазить, посмотреть и выбрать то, что им нужно. Но мы понимаем, что не у всех есть возможность, даже те, кто собираются, возможно, как раз приобретать, не у всех есть возможность приехать сюда, в Дюссельдорф, ввиду определенных сейчас ограничений, ввиду, возможно, еще каких-то сложностей. И поэтому специально для вас, в первую очередь, ну и вообще для всех подписчиков канала, мы и предлагаем такой вот формат электронной цифровой версии выставки. И, соответственно, если вы что-то выбираете, мы можем вам постараться как-то это показать. И, соответственно, все, что здесь в целом вы увидите в наших роликах, можно договориться с компанией «Яхты на колесах» о том, чтобы сделать как-то заказ, и, собственно говоря, это было доставлено в Россию, в Москву. Бимобиль мы в целом любим, потому что в России в целом
большая любовь к тому, что ездит по бездорожью, а концепция всего, что делает Бимобиль, это как раз-таки вот такие суровые, брутальные вездеходы. Вот, например, здесь я помню, как-то стоял в прошлые года на Мерседесе, сделанный такой вот огромный грузовик, а сейчас здесь представлен на шасси Ивеко. Не знаю, будем заходить в него или нет, зависит все от ваших комментариев. Недавно на одну из наших сторис на тему как раз-таки Дюссельдорфа уже поступил как раз-таки подобный вопрос. Просили снять какой-нибудь большой автодом с гаражом, в который паркуется какая-нибудь небольшая машина. Ну, если кому-то еще интересно, там, ставьте лайк тоже, пишите это здесь в комментариях. Вот, на наш взгляд, например, интересный вариант – это Морелло. Морелло вообще очень классное сочетание. Вот когда ты попадаешь сюда, здесь, конечно, есть еще там что-то огромное от Конкорд, Варио, но именно Морелло, вот сочетание цена-качество среди премиальных, то, как все это сделано и с точки зрения дизайна, и с точки зрения качества, вот именно материалов и всего, это, конечно, прям каждый раз подкупает. И вообще сама позиция компании, все. Поэтому мы, наверное, если вас интересует такое, рекомендовали бы Морелло и очень хотим в пару из них заглянуть, посмотреть, что поменялось, может быть, какие-то новые фишечки. Потому что в какой-то один из прошлых годов мы прям много обзоров Морелло сделали, они есть на нашем канале. Можете посмотреть, если вас заинтересовало. Есть с мини-купером, есть там со смартом поменьше багажник. Опять-таки интересует нас ваше мнение. Что лучше, поменьше машинка, побольше, какой багажник, на что сделать обзор. Идем дальше. Выставка уже сегодня закрывается, но поскольку нам было очень важно пробежать как можно больше залов, забежали в 6-й зал, и здесь представлен Бюрстнер и Хьюмер. Это вообще в целом зал Хьюмер, здесь еще и Нисман Бишоф, все, что находится в концерне вот Хьюмер. Интересная очень модель. Бросилась мне в глаза вот такой Лизео с подъемной крышей, то есть это по сути альков, но не альков. Это альков, которые получаются, когда надуваются вот эти стенки. Но на самом деле это не единственная надувная конструкция, которая вот здесь так представлена. Наконец, Хьюмер представил уже вот не прототип, а реальный серийный образец Vision, который теперь называется Venture. Мы несколько лет назад видели этот прототип, представили на выставке. Ткань вот так вот красиво сняли, и мы его увидели, но это была еще не существующая на самом деле, по сути, машина. Такой макет в натуральную величину. А сейчас это уже вот все, конкретно на шасси Sprinter. Вот эту машину мы обязательно посмотрим. Здесь сегодня прям был супер ажиотаж, когда с него снимали ткань. Заглянем туда и снимем. Прям мне очень интересно, что там на самом деле внутри. Идем дальше. И еще одна интересная модель от Бюрстнер – электрический автодом. То есть непосредственно сам привод электрический – это Ford Transit, и я думал, что на самом деле не существует электрического Ford Transit, но, как оказалось, официально они его еще даже не презентовали, и вот Ford несколько месяцев назад буквально представили такой Ford. Вот будем разбираться, смотреть, что это вообще такое, какой у него запас хода. Очень интересно на это взглянуть, потому что это тоже что-то такое абсолютно неординарное. Ну что ж, сегодняшний день подошел к концу. Я постарался быстро пробежаться по выставке и показать вам основные моменты. Напоминаю, это не обзор какого-то там дома и так далее. Это просто я вот ввожу вас в курс дела того, что здесь есть, того, что заинтересовало мое внимание и про что мы хотим точно снять какой-то обзор. Но если что-то интересно вам, обязательно пишем это в комментарии, ваши пожелания, что вам хотелось бы увидеть, может быть, какую-то конкретную модель или в целом какой-то запрос. Вот, формулируйте, пишите, постараемся, не обещаем, но постараемся как-то его удовлетворить. Меня зовут Антон, до новых встреч, пока!